Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Good morning, интернет, good afternoon, интернет, good evening, интернет. Все зависит от когда вы эта передача или видео смотрите. Добро пожаловать на мой канал. Yes, Боб. Меня зовут Бобби. Я из Нигерии, и на этом канале я рассказываю о своей жизни и как я вижу жизнь по своей ракурс или глаз в России. Добро пожаловать еще раз. Для тех, кто не новый, спасибо за вашу поддержку. Погнали! Решил сегодня поделиться с вами эту тематику. Конечно, это не будет интересно, или кто-то может не 100% согласился со мной. Но я думаю, что как это канал, это где я рассказываю свои чувства и рассказываю, что-то я видел, или как моя жизнь идет, или как я вижу. Решил поделиться. Если вы думаете, что я говорю не совсем правда, оставьте в комментариях ваше мнение. Конечно, я думаю, что не все будут согласиться со мной. Это что я хочу сказать, что я заметил, что мышление некоторых людей есть такой стереотип о темнокожих людей. Что когда я имею в виду темнокожие, это не зависит даже если ты из Африки или из Кубани, или если у тебя такой цвет кожи, есть такой определенный стереотип о таких людей. Конечно, я не хочу сказать, все в России так думают, но бывает такой момент. Давай я расскажу вам, почему я говорю, такого бывает. Сначала, когда человек видит темнокожий, да, некоторые называются афроамериканец, некоторые называются африканец. А про африканец, грубо говоря, мало чего знает. Даже когда ты слышишь Африка, много думают бедный и несчастливый, что-то дикий. Не все так, но большинство, некоторые люди так думают. Это не совсем так, правда, но это что-то СММ показало, поэтому люди делали вывод отсюда. Давай я расскажу, чтобы это видео длиннее не было. Что я хочу сказать, было такой стереотип. Это примерно, когда мы заходим в магазин, чтобы покупать вещи. Иногда охранница нам следит, типа того, как будет мы пришли воровать вещи в магазин. Иногда бывает момент, когда тебе это неприятно, потому что ты знаешь, что другие пришли, к ним не уходит эта охрана, именно специально. Типа, когда ты заходил, это момент, когда он начинает с тобой ходить сюда-сюда. И бывает момент, хочется остановить его и говорить, пожалуйста, зачем вы со мной туда-сюда? Это же не только я пришел сюда, я даже сюда не пришел, чтобы воровать. Я пришел, как обычные люди пришли сюда, чтобы покупать вещи. Тоже я так пришел. Зачем со мной так? Иногда я спокойно делаю, как будто такого нету. Но все зависит от когда настроение хорошее, может не обращай, а когда нет настроения, может хочется типа выпустить эту эмоцию, типа. И бывает момент даже некоторые магазины, которые дорогие вещи продают. Иногда мы заходим туда. Конечно, не обязательно иметь деньги, если ты туда хочешь зайти. Ты можешь, чисто для просто посмотреть, что там. А иногда есть желание покупать, и есть это бабки просто. А иногда тебя видят, как будто, ой, человек пришел воровать. У него нет такой деньги, чтобы вещи здесь покупать. Поэтому ребята, ой, смотреть на его. И, конечно, бывают моменты очень обидно. Это не я так думаю. Если ты остановил или спросил некоторые иностранцы, особенно темнику, они тебе скажут, у них один или два раза у них в жизни это было, когда они заходили в какой-то магазин и с ним ходил охрана. Это не я создал это, или я это не создал, это есть такое. Но постоянно бывает, нет, но есть такое. И, конечно, это возникал вопрос такой. Люди, конечно, мало чего-то про африканцев знают, поэтому что они знают про темнокожих, это только что показывает американский фильм, типа, грубо говоря. Много мыслей в мире, это американский фильм. Даже мы, которые в Африке, некоторые вещи мы думаем о людях с светлой кожей, это что мы видели в американский фильм. Отсюда много наших бабушка, дедушка все это сделали, потому что дома же не показывают русский фильм, не показывают культуру, что-то в России. Просто это что мы читал про американский СММ,
это что мы знаем про много стран, типа много европейских стран, много стран в Европе или в другие страны даже. Это только что в американских Голливуд показывают. Поэтому я понимаю, почему люди тоже делают вывод про темников, потому что в американский фильм там они показывают или новости, что они ограбили, типа людей с такой цвет кожи ограбил, они воры, они занимаются это и так далее. И в этом, когда видят, сразу такое, даже не хотят знать, если ты африканец или кубинский, или гейт, или вообще Ямайка, сразу такое ощущение. Еще что-то бывает, это момент, когда, но в последнее время, либо я не сильно обращаю внимание и не замечаю, или уже поменьше стало, уже люди уже, наверное, уже начинают понимать, есть разница или не все такие. Это когда в лифт заходит, иногда ты видишь, когда девушка с сумкой, она на такой напряженной, типа как будто вор только зашел в лифт. У нее сумка вперед, так, она уже такой на готовка, типа как будто якобы, что я пришел или я заходил в лифт, чтобы ограбить ее, типа. Но сейчас уже меньше так. Не вызвали полицию для меня, потому что я пришел в какое-то место, хотя я приехал туда не просто так. Мне заказчик говорит, приехал сюда для пример. И я приехал, и там какой-то мужик меня видел, наверное, и, наверное, не понравится, что я там, или он хотя спросил меня, что здесь делать. Я говорю, я пришел на примерку, меня какой-то. Он, наверное, не поверил это, думаю, что какой-то вещь я пришел делать, я не знаю. И меня угрожал, типа, если вы сюда не покинут отсюда, я вызову милицию, типа. Я говорю, вызывай, я тут не пришел ничего плохого делать, я ничего плохого собирался здесь делать, пришел причистить или что-то. Но, наверное, как я ему так говорю, он, наверное, но все равно ему недовольно был, не знаю почему-то. А какой еще вещь, это про марихуану. Конечно, я не хочу сказать, не все африканцы, не все, есть некоторые курят, но, конечно, иногда неприятно, когда стереотип тебя заключает, когда тоже этот стереотип на тебя вылезет, или как грубо говоря. Ты едешь иногда за рулем, тебя останавливается сотрудник, некоторые из них нормально, вежливый, и тебе спрашивают документы, показывают, они тебе говорят, употребляешь что-то не, ну, запрещенные вещи потребляю. Я говорю, нет, они говорят, до свидания. А некоторые, конечно, может, начинается, типа, ой, ты, может быть, поймали кто-то курил, но если я говорю, что я это не сделал, и я, типа, ну, я не хочу сказать, типа, поверить мне сразу, но не надо делать вывод сразу, потому что, может быть, был момент, когда поймал кто-то за рулем, и это. Иногда даже не бывает такой опыт человек, просто человек думает, типа, вот, эти ребята, они все это делают. Из этого по-любому он такой. И я говорю, нет, был момент, когда меня тоже так, я даже сидел в такси, остановили, такси проверяете, и потом мне говорю, выходите, я вышел из машины. И мне начинают задавать вопрос, где документ я показал. Следующий вопрос был, ты курил марихуану? Я говорю, почему именно я курил марихуану? Почему не спросил меня, ты курил что-то запрещено? Или почему другие не называют, почему сразу приемал марихуану? Конечно, показывает Ямайка, что они курят. Я даже сам, если ты мне говоришь, что какое мнение у меня есть для людей из Ямайка, я думаю, что они ганджа, они курят. Но это не значит, что человек из Ямайка должен быть. Значит, что человек из Ямайка, все кто-то отсюда такие вещи делает. Нет, это как говорят в России, бухает, грубо говоря. Но не совсем правда, это не хорошо, не правда. Есть кто-то, но это не все население так делает. Даже как это. Это иногда, даже на улице иногда тебе предлагают, иногда тебе говорят, братан, что у тебя есть марихуана? Или когда общаешься с незнакомыми, в момент, когда спрашиваю, я слышу, у вас там круто, у вас, я говорю, почему всегда думаю, что все африканцы курят марихуану, почему такое вывод? Это тоже, что я говорю, это американский фильм, это что медиа показывает. У нас дома даже курить. Вы знаете, что в Африке даже курить сигарет? Я, ладно, не буду говорить в Африке так, потому что я не могу отвечать за все 54 страны. Но в Нигерии сигарет даже, это что-то, если человек курит, это для нас, это человек плохой.
Это даже еще не марихуана, это просто сигарет. И я даже понял, до сих пор есть люди, которые скрывают, чтобы это курить, потому что это не принято. Да, может быть, в последнее время уже начинают, ну, люди, это поколение, новое поколение, у них совсем все по-другому. Но все равно не на такой степени, что один может быть открыто курить, тем более марихуана. У нас там нельзя. Если тебя поймал полиция, тоже пипец. Поэтому, когда мне говорят, типа, у вас там, я говорю, нет, не совсем как так. У нас нет нелегализированный, или как сказать. Там запрещен. Это запрещенные вещества. Вот. Даже так говорили, это тебе посадить за этого. Вот именно. Конечно, не хочу сказать, все так думают, но бывает такой момент, и ты думаешь, блин, такой стереотип тоже есть здесь. Если думаешь, что это неправда, скажи. Еще раз, я не хочу сказать, что все не есть кто-то, но стереотип, что все такие. И виво сразу делать иногда нехорошо. Какой еще это, когда, грубо говоря, аренда, а когда хочешь снимать квартиру или на сутки, или на долгосрочное время. Тебе говорят, ой, какой нация ты называешь, я из Африки, ой, блин, нет, и иногда спрашиваю, почему они, ой, ребята, вы грязные, и так далее. Я говорю, почему вы меня так, пока еще не знаю, почему вы уже это виво сделали, типа, это некрасиво же, конечно, но я не хочу сказать всех хозяин, я уже жил в квартире, и всех хозяинов очень хорошо было у нас, они сразу не сомневались, сразу давали. Поэтому еще раз, не все такие. В какой момент сразу ты говоришь, ладно, залог есть, возьмите это залог. И если вы хотите, можно приходить каждый день, посмотреть состояние квартиры. Если что-то вам не понравится, можно друг другу, ну, договор расстроить. И типа, круче возьми и мне возвращать деньги. И возьми залог за что-то сломалось. Но тут, понимаешь, грязность бывает не только человек может быть грязный, не потому что он из такой места, но это человеческий фактор. Конечно, есть грязный африканец, конечно, я не говорю, что нет, как и есть другие нации, есть грязные люди везде в мире. Понимаешь, не можем мне говорить, есть страна, где все чистые. Нет, поэтому нельзя делать вывод, что все такие. Конечно, это не... Кто-то есть лишний опыт, который столкнулся с такие, как называется, жилитель или какой, или столкнулся такой арендодатель. Ну, конечно, бывает. Кто-то дал квартиру, не только даже. Бывает даже люди, которые дал квартиру. Такого бывает, поэтому я это не хочу сказать, что не бывает. Бывает, но просто иногда такой вывод делать для всех иногда неприятно. Есть это стереотип, но, конечно, это не плохое, но это нормально, типа, это такой стереотип, что все темные кожи, вы спортсмен, вы баскетболист, вы рэп читаете, вы артист, вы что, типа, короче, грубо говоря, вы все это. Даже иногда, я помню, когда гуляю, иногда ребята в баскетболе играют. И они мне говорят, а дай с нами играть. Я говорю, я не умею. Они говорят, Джо, как так? Вы все умеете. Я говорю, не все умеют. Есть ребята, которые даже не умеют танцевать. Они даже не умеют танцевать вообще. Хотя они африканцы. Это что так? Да ладно. Типа, не верю, да ладно. Такого невозможно. Как такого невозможно? Не все умеют балет, не все. Но с одной стороны это какой-то, не знаю, как это сказать, но это тоже бывает такой стереотип. Даже помню, когда в университете нам типа всегда вытащили, ребята, иди танцевать, иди играть, вы это умеете, у вас есть кровь это. Я говорю, это потому что вот американский там баскетбол, больше рэперы, Тупак, 50 Cent, все это они темные кожи, но это афроамериканец, это не африканец. Да, у нас есть ребята, которые рэп читают, но понимаешь, мы тоже их смотрели и тоже хотели быть как они на самом деле. Но у нас культура воспитания все другое. Да? Мы разные люди. И вот поэтому иногда неприятно, когда тебя смотрит вот такой ракурс, или как грубо говоря, это стереотип с тобой относится. Но слава богу, все, что это не все так
в России так думают. Это мало процент кто-то, грубо говоря, не все. Кто-то относится к тебе как будто тебе нормально. Они тебя видят прямо как человек, не за своей кожей или что-то. Они хотят знать, кто ты. Хотят познакомиться, знать тебя лично, чтобы потом делать вывод. Они не делают вывод, потому что, ой, мы слышим, это такие ребята, они такие. Нет. Они хотят знать, что ты, чтобы когда, ну, короче, за поступка человека судит, а не за свет или за стереотип, или что-то слышал. Вот так надо, в принципе. Я тоже так делаю. Я пытаюсь, стараюсь, чтобы знать человека, а не что-то другого человека ему. Спасибо за ваше внимание. И не забудьте подписаться, лайк и поделиться это видео. Если вы думаете, что есть что-то я говорю не то, или у вас есть свое мнение, не забудьте оставить в комментарии. Я буду прочитать и отвечать вам. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Давайте. Bye.